Добрый вечер. Здравствуйте. Рада вас всех видеть. Так, мои хорошие, у нас намечается полнолуние очередное. Да. Сделаем небольшой прогнозик по знакам зодиака, как это я всегда делаю, да, сейчас я уже почти постоянно это делаю. Так что посмотрим, что интересного. И не забываем, завтра тоже будет эфир, скорее всего, выйду с какой-то темкой, либо же это будет вечер с Лилией Нор. То есть посидим, поболтаем. Итак, начнем мы сегодня с Овнов, то есть мы сегодня правильно сделаем зодиакальный круг, так называемый, чтобы не было ко мне опять никаких претензий, потому что часто очень бывает такое, что я делаю все не так, как у людей. Но вот такая я, вредная. Итак, то есть что у нас сегодня будет входить? То есть это у нас руны, это карты Нор и оракул. То есть в обычности я беру только оракул и руны, но сегодня немножечко так увеличим. Это одно. Следующее, смотрите, берите всегда не один, вот 5 число, да, а берите, пожалуйста, больше. То есть берите до еще день и после еще день. Благодарю, мои хорошие, кто мне присылает. Риточка, благодарю за подарочки. Не забываем стучать по экранчику. Не забываем ставить лайки обязательно. Я вас рада всех видеть. Все, надеюсь, вы меня. Очень надеюсь. Итак, начнем. Первые у нас идут Овны. Сейчас, одну секунду. Только закончила работать, все, бегом. Смотрим. Итак, какое это у нас полнолуние будет? Что оно принесет? Какой совет даст? Посмотрим именно это. Что вам нужно в это полнолуние, вот Овны, да, что вам нужно в это полнолуние? Прежде всего, это раскрыть свою креативность, это самое главное. То есть вы должны действительно внести какие-то еще изменения, то есть этот день будет прям благоволить для вас, для таких вот творческих каких-то процессов, для какого-то развития и подъема. То есть плюс вы можете очень неплохо уже в это время выходить в новые какие-то победы, в более серьезные. И, ну, здесь, в принципе, все по положительному идет, да. И ни в коем случае себя не перегружать. То есть никаких, чтобы у вас таких не было, там, знаете, вибраций нехороших. Так, сейчас мы идем следующее. Это у нас на карты Нор. Открываем наш прекрасный Нарион. И идем, получить совет. Так, время праздника, да, называется. Смотрите, то есть этот день, что вам нужно сделать? Прежде всего, это у нас веселье, то есть это у нас надо отдохнуть немножко, загрузиться, эмоционально освободиться от ненужного. То есть это говорит у нас о чем? Что вы должны действительно проработать какие-то вещи по-быстренькому сейчас, пока есть время, да, и потом вперед, вот именно развиваться, подниматься, раскрывать себя полностью. Оракул. Так, ну смотрите, первое, что у нас выходит, будет достаточно много соблазнов, поэтому будьте поосторожнее в этом плане. Это одно. Следующее, кто-то захочет очень сильно на вас где-то там настучать, да, то есть вот именно где-то, ну это не, я не говорю о большом предательстве, а это может быть такое, что втихарюшку что-то купили, и потом про вас кто-то что-то расскажет. И еще, то есть это день, когда подъем именно душевного вот баланса, равновесия, раскрытия идет. Так. Тельцы. Смотрим вас. Так, смотрите, тоже у вас идет такое, что надо обязательно сейчас навести порядок, такой, знаете, божественный порядок везде. То есть это говорит о том, что немножко привести в порядок свои мозги. То есть свои мысли поставить где-то там на полочке, чтобы это альфабет был, да, то есть от А до Я, чтобы все было как бы расписано. Ни в коем случае не оглядываться назад и тем более не вспоминать какие-то старые конфликты. То есть это значит, день этот будет прекрасный таких новых начинаний хороших, поэтому нельзя не возвращаться в прошлое. Советы от карт Нор. Магия. Прекрасная карта, обожаю ее.
Так, смотрите, то есть это у нас будет проявление очень такой серьезной интуиции, и вы будете очень сильно чувствовать людей. Не забываем вот об этом, что у вас идет период сейчас трансформации. Это, по-моему, у тельцов я еще не говорила, но у вас вот этот период сейчас такой прекрасно начинается, когда идут изменения. Большие, грандиозные. И еще, то есть эта карта говорит о том, что не надо думать о том, почему у вас эти изменения идут, то есть нужно думать о том, что для чего они нужны. Ну и просто совет, да, значит, вам хорошо очень заниматься эзотерикой в это время. Оракул для вас. Так, смотрите, то есть это у нас день такого скачка, да, скачка вперед, и притом весьма неплохого. Смотри, еще. Это день, когда вы будете раскрывать свой потенциал, то есть вот этот внутренний мир у вас будет выплескиваться. Будьте поосторожнее с вашими эмоциями, потому что через эти эмоции появится очень много недоброжелателей. То есть люди будут себя проявлять по полной программе. Так что аккуратно. Так, дальше идем. Следующие. Близнецы. Ни в коем случае не теряем надежды. Если вам кажется, что у вас сейчас какая-то идет блокировка, мои хорошие близнецы, это не блокировка. Я всегда говорю, перед тем, как сделать новый шаг, новый какой-то подъем, нас немножко затормаживают, чтобы мы немножко подумали, что мы делаем не так, почему мы это делаем. То есть вот это. Вообще у вас начинается процесс эволюции, процесс развития. То есть еще, то есть может быть соблазн, то есть здесь тоже идет, что по соблазну, и вещи, которые в принципе нельзя делать, нежелательно делать, даже если очень-очень хочется. Короче, хотите сладенького, а нельзя, не нужно. То есть жалеть будете об этом. И теперь возвращаемся, карта Нор, получить совет. Решение. То есть это время принятия определенного решения, то есть когда надо будет, либо вы на перекресточке будете где-то стоять, то есть и надо будет выбирать. Проанализировать. Самый лучший вариант – это проанализировать ситуацию, то есть чтобы получился правильный ответ в вашем случае. Оракул. Так, время у нас такое нетерпение, когда хочется куда-то спешить, то есть хочется что-то делать прям по-быстрому. Здесь еще это говорит о том, что у вас будет выплеск эмоций, который будет точно так же пытаться вас заставить идти вперед. Некоторые вещи вокруг у себя вы не видите. Присмотритесь, пожалуйста. Скорее всего, что в это время вам будут показывать, что происходит у вас вокруг. Раки. Так, а у вас вот как раз надо тоже проанализировать, но здесь уже ваш финансовый будет проанализировать, где вы совершаете ошибки. Это одно. Следующее, у вас будет очень проявляться подсознание ваше и будет рост. Хайлькрефте – это целительская, по-моему, кажется так. По-моему, целительская называется, целительская сила, кажется, на русском так. Где-то будет казаться, что это определенный хаос, и вы не понимаете, что происходит. Это вам будет только казаться, поверьте мне. То есть появятся люди, которые помогут вам поставить какие-то цели и сдвинуть вас с места. Карты Нор. Так, иллюзии, карта иллюзий. То есть это у нас говорит о том, что некоторые вещи вы не видите в правильном свете. То есть надо точно так же присмотреться. Это обман. То есть происходит искажение какой-то реальности. Плюс еще кто-то пытается вас манипулировать, то есть и попытается вас обмануть. Поэтому будьте поаккуратнее здесь. Оракул для вас. Да.
Ну, произойдет небольшой выплеск эмоций, но я так думаю, знаете, на полнолуние часто у кого-то там происходят такие вещи, да. Следующее- это будет накопление. Накопление энергии, возможно, точно так же эмоций будет накопление, которые, ну, с одной стороны, я бы сказала, может быть, и нехорошо, но с другой стороны, то, что я вижу, будет наполнение именно вашего подсознания. То есть это развитие и подъем. С раками, как всегда, не так все просто. И смотрите, еще раз повторюсь, то есть я беру карты Нор из приложения, которое мы создали. Это приложение называется Нарион. Если кто-то еще себе не скачал, кроме айфонов, туда пока еще нереально, только воюем там с ними. А на все остальное можно спокойно скачать уже. Так, идем дальше. Львы. Ну-ка. Я-то предполагаю, что у меня там будет интересно, но все равно. Так, смотрите, то есть в эти дни у вас такое небольшое проявление слабости, будет казаться, что у вас перекрыты дороги. Вот. Опять же, только кажется. То есть это тоже небольшая остановка, но здесь не для развития, а для того, чтобы вы поняли, где совершаются какие ошибки. То есть идет такая небольшая, опять же, повторюсь, остановка. Ну и где-то будет небольшое ощущение, вот знаете, как в одиночестве, захочется депрессию впасть, ну так, минут на 15, да? Львы. Мы ни в коем случае не впадаем в депрессию, нельзя. Вот, то есть, ну, это такой временный период, иногда нужно проявлять какую-то свою слабость. Совет от карт Нор. Скандал. Ой, сори. Так, смотрите. То есть это у нас происходит что? То есть что будет происходить? Будут, да, какие-то вот выплески, опять же, эмоций определенные, да, но это еще и внутренняя всегда борьба. Вот это ваша биполярочка, когда начинает воевать, ежики там друг на друга войну идут. То есть вот такие вот. Плюс здесь как вот в положительном смысле идет как раз разрешение споров. То есть приход к определенной ситуации, потому что любой скандал, он все равно чем-то должен закончиться. Так что не так все страшно, не так все плохо. Так, с кем я там собираюсь поругаться? Короче, 5 числа мне никто не звонит, да? Иначе я на своих эмоциях. Я девушка такая эмоциональная. Ну, как девушка. Ну, ладно. Так, и теперь смотрим у нас оракул. Так, вот это вот как раз вот поспорить с самим собой, вот это у вас будет происходить. Но это даст вам возможность вот этого объединения внутри себя. То есть биполярочка встанет на место. Следующее будет такое, вот знаете, вот это вот немножко надо пожадничать, взять себе. Вот такое. Хватит там. Ну и последнее, все равно друзья будут рядом, даже если вам будет где-то плохо, не забывайте о них, они вам помогут обязательно. Так, следующее. Девы. Ой, правильно всю карту убрала. Девы. У вас небольшой период цикличности. То есть в этот день у вас будут проявляться те люди, которые когда-то якобы вышли из вашей жизни и не собирались возвращаться. То есть будут либо ситуации похожие вот с людьми, которые происходили, либо это действительно возврат каких-то вот прошлых там отношений, встреч, все что угодно. Что хорошо в эти дни делать, это тоже заняться своим хобби, разложить какой-то там хаос, то есть желательно этот хаос, который не в голове, а во внешней среде, то есть все поставить на место. Так, в принципе, насколько я вижу, здесь вот больше с креативностью связано. То есть это раскрытие. Уход депрессии, стабилитет, стабильность, сори, то есть и приход стабильности. Смотрим карты Нор. Получаем совет. Сплетни. Прекрасная карта. Иногда надо посплетничать, да, либо вас, чтобы кто-то помыл, как говорится. Смотрите, то есть до вас может приходить какая-то искаженная информация. Это самое главное, что вы прислушивались, все-таки включали где-то аналитику и где-то правильно все научились слышать. Вот это одно. Следующее, возможно, еще и манипуляции за вашей спиной, поэтому присматривайтесь за тем, что происходит. Оракул. Так,
Так, ну, прежде всего, да, то есть, девы, будет попытка блистать, то есть показать себя со стороны вот такой вот красивыми, яркими, что вам действительно вы это можете, у вас может это прекрасно получаться. Следующее – это у нас прорыв эмоций, прорыв движения. Это когда там, я не говорю, что сжигаешь все мосты, нет. Здесь когда хватает энергии для какого-то толчка, для движения. И последнее – это зарождение новых идей. То есть это еще не рождение, а именно зарождение только. То есть они будут у вас созревать. Весы. Весы. Проработать свои какие-то зависимости от людей. Не плохие привычки, а именно от людей. Вот эти дни вам поможет, опять же, поставить какие-то цели, это одно. Следующее, разобраться, кто вам друг, кто вам враг. Вот, маски снять. Вот что. То есть здесь вам как раз эти дни, они помогут в этом, поэтому не бойтесь ничего, здесь вас ждет успех. То есть если вы собираетесь вот именно разобраться с тем, что происходит вокруг. Так, карты Нор. Ребенок. Так, в эти дни еще, возможно, новые какие-то начинания, какие-то раскрытия, но и познание себя. То есть, скажем так, поговорить со своим внутренним ребенком. Да, это как раз вот в эти дни. Плюс будет определенная чистота, то есть у вас как прояснится видение. То есть вы будете видеть, кто, опять же, повторюсь, кто вам друг, кто вам враг. Оракул. Так, смотрите, то есть это процесс будет еще, когда надо будет, вот, как раз, скажем так, старые какие-то вот вещи, которые так загнивающие, надо бы все это вытащить. Вот это будет прекрасное время именно для этого. Это следующее, это у нас будете ставить границы, чтобы некоторые товарищи не лезли в вашу жизнь просто-напросто. Притом это могут быть границы достаточно жесткие. И последнее, процесс обновления. То есть это весна, это приход, вот если это вы все сделаете, да, если вы там разберетесь со всеми вашими соседскими тараканами, вот, тогда этот процесс будет происходить еще и обновление. Скорпиончики. И не забываем ставить лайки, подписываться, стучать по экранчику. Я сегодня в ТикТоке объявлений не давала. Так, вообще каждый день, да, заходите, практически каждый день здесь бывает. Скорпиончики. А у вас это будет толчок зажечь новый огонь. То есть дни, когда вот именно вот это все поднимается, когда захочется против течения и плыть, то есть когда у вас будет получаться то, что вы хотите. То есть, но обязательно прислушивайтесь еще и к совету мудрых людей, по-простому, так скажем так. Когда появится гармония определенная, то есть появятся вот какие-то движения плавные, ну и не придется на все подводные камни нарываться. Карты Нор. Любовники. Будет достаточно много также соблазнов плюс искушений. Будет очень много. То есть я не говорю сейчас, что кто-то у нас пойдет там налево сразу. Нет. Это может быть какие угодно искушения, какие угодно соблазны. Но еще вы будете стоять на таком определенном перекрестке, когда надо будет выбрать все, что связано с чувствами. То есть нового человека, старого человека. Вот такие вот. То есть немножко будете разрываться, тут идет эмоциональная такая двойственность, да, немножко будете разрываться. Что же дальше делать? И не волнуйтесь. Никогда не переживайте ни за что. Оракул для вас. Время такое жесткое еще и борьбы. То есть вот здесь вот как раз вот сжигать мосты, да, это по вас. Но здесь карта такая шикарная, она выход победителем. То есть у вас все получится, что вы хотите. Следующее у нас идет исполнение. Исполнение того, что вы задумали. Ну и любопытство, конечно, вам будет не отнимать. То есть вам будет все интересно, что происходит вокруг.
Стрельцы. Так, обратить внимание, здесь совет идет. Обратить внимание, пожалуйста, на ваши штёрнги, сбои, которые у вас происходят с вашим организмом, то есть как с физическим, так и с ментальным телом. То есть у вас есть какие-то блокады, которые надо бы разрушить для того, чтобы начать сделать новое, то есть какой-то вот выйти из какого-то кризиса, то есть надо просто себя немножко проработать. Ну, еще не хватало, чтобы у меня зависло тут все. Так, карты Нор. Получаем совет. Не хотят они вам советы давать. Сейчас, одну секунду. Выйдем и зайдем. Доверие. То есть вот как раз в эти дни вам нужно будет как можно больше доверяться. Это одно. Доверяться людям, которые рядом с вами находятся, которые пытаются до вас достучаться. То есть вот здесь как раз идет. Но еще и доверять себе. Тоже вот этот момент очень хороший. То есть когда хочешь гармонии, то есть доверься себе. То есть тогда у вас все получится, что вы заложите. Оракул. Так, ждите, во-первых, прежде всего, ждите каких-то новостей. Чаще всего это официальные новости. Это одно. Следующее. Будете очень чувствительны в эти дни. То есть вы будете чувствовать все вокруг. И последнее, то есть кто-то будет очень много вам жаловаться, да, то есть, ну, вам как-то вы так, скорее всего, это воспринимать уже спокойно начали, но факт то, что жаловаться вам будет много, а реагировать вы будете мало на эту жалобу. Козероги. Так, Козероги. Тоже готовимся к новым изменениям, довольно таким серьезным. То есть, во-первых, тут может быть, что совместные работы с кем-то начнутся. Это одно. Следующее. Кто-то у меня захочет жениться, то есть вот именно свою жизнь с кем-то связать. То есть как бы переходим на другую страницу своей судьбы, то есть своей жизни. То есть здесь нету никакой цикличности. Все, что вам надо, это тоже какие-то блоки почистить и понять, то есть вот это вот то есть ясность. Вот именно понять, что вокруг вас происходит. Нужна ясность. Так, карты Нор. Иллюзии. Так, во-первых, да, возможно, также искажение, по-моему, уже было такое, да? По-моему, это было, да? Наговорилась. То есть, что может происходить? Это искажение какой-то реальности, и вы можете уходить, много фантазировать и уходить в эти фантазии, воспринимать немного неправильно. То есть одно дело мечтать там, да, и двигаться к цели, ставить какие-то цели. Другие это просто когда вы иллюзию видите. Поэтому надо будет немножечко тут проработать у вас. Ну и здесь очень хорошо в конце написано, это желание верить в лучшее. То есть это обязательно. То есть поверить в то, что у вас очень хорошие изменения возможны. Оракул. Так, беготни много будет. То есть чаще всего это пустая беготня, то есть которая вот ничего не приносит. Поэтому тоже подумайте о том, насколько вам нужно это. То есть, может быть, действительно просто отдохнуть, как говорится, а не бегать. Это одно. Следующее, будете пытаться немножко себя закрыть, то есть спрятаться от других. То есть не захочется вот с кем-то общаться особо. Но последнее, то есть это чувствительность. То есть все равно будет желание, это уже гораздо там, это у меня почему-то идет как на третий день, желание встреч. То есть как раз вот эти встречи возможно у вас в эти дни. Ох, Наташа, стала верить. Ах, ну давай мы еще тут в легкий обморок упадем. Перестань, пожалуйста. Ну, ты чё? Дальше идем. Водолейчики.
У водолейчиков все отлично. Ну, во-первых, у вас открываются новые перспективы, это одно, да. Следующее, пожалуйста, плывите по течению, ничему не сопротивляйтесь. Не тратьте свой совет, не тратьте свои силы зря, потому что будет идти все равно туда, куда нужно. То есть здесь, скорее всего, какие-то судьбоносные вещи могут происходить. Идем на карты Нор. Получаем совет. О, опять ребенок. Смотрите, какое совпадение. А. Так, во-первых, да, открываем своего внутреннего ребенка, то есть давайте потрещите с ним там немножечко, иногда надо, но не слишком глубоко, да, не уходим. Знаете, как я к этому отношусь, критично маленечко. Еще смотрите, то есть по этой карте, что у водолеев, это рост, да, вот это вот у вас подъем очень хороший, развитие очень хорошее, возможно, и как творческие начинания новые. То есть в это время, пожалуйста, то есть у вас так вот как раз в полете вы очень шикарно. Крылышки только распустите. Оракул для водолейчиков. Так, во-первых, да, какие-то испытания у вас идут. Экзамен. Это не испытание, это экзамен. Поэтому думаем. Должна быть хорошая оценка в конце. Следующее, то есть это наполнение, то есть инспирация, наполнение. Это может как финансовое быть, да, так и душевное. То есть ну, финансовое. То есть хотела сказать, что чаще всего такое бывает, что это эмоциональное наполнение, но здесь идет, что еще и финансовый какой-то подъем возможен в эти дни. Рыбки. Рыбки. Так, сейчас, секундочку. Для рыбок очень хорошо, если в эти дни у вас появятся какие-то новые партнеры, что в работе, что в отношениях. Пожалуйста, потом меня не вините, да, думайте хорошо, а то бывали такие ситуации, когда мне говорили: "Вы сказали, что у меня муж налево пойдет". Я говорю: "В смысле? Я в прогнозе такой тоже не могла сказать". Ладно, сори, возвращаемся. Так, смотрите, то есть у вас действительно идет определенный ритм, довольно яркий, и жизнь начинает сейчас где-то выплескиваться прям. Вовсю, как говорится. Идут большие изменения в положительную сторону. Но здесь интересный момент. То есть это от вас зависит в смысле того, что если вы воспринимаете жизнь положительно, то вам и придет положительное. Да, вот этот принцип обыкновенный. Если же вы хотите что-то, вернее, хотите, а думаете об отрицательном, у вас все силы кидаются туда. То есть и происходит отрицательное. Поэтому все на позитив сейчас, улыбаемся. И теперь смотрим карты Нор. Мудрость. О чем это говорит? Все силы сейчас кидаем на развитие себя, на вот это саморазвитие. Это одно. Слушаем очень внимательно своего внутреннего, эм, ну, скажем, того ежика, который так более-менее там себя нормально ведет. То есть обязательно прислушиваться к себе, то есть это очень важно, да, и анализировать ситуации. Да, принимать взвешенные решения обязательно. Оракул. И еще раз повторюсь, не забываем ставить лайки. Оракул для рыбок. Так, вы у меня будете вот действительно в каких-то событиях таких воздушных. То есть у вас могут происходить события, которые вы даже не думали, что оно получится, да, но я всегда это в положительном смысле имею. Следующее, то есть очень хорошо будете знаки Вселенной получать и прислушивайтесь, пожалуйста, к ним. То есть смотрите прям по сторонам, вам будут какую-то ситуацию, либо какую-то дорогу новую открывать. И последнее, то есть это у нас, смотрите, судьбоносные встречи. То есть очень хорошая вещь, то есть это когда то, что должно произойти, судьбоносного, а здесь у нас первые карты были положительными, значит, судьбоносное хорошее, оно произойдет. Желаете вы того или нет. Все. На этом все. Завтра выйдем в эфирчик, еще раз повторюсь, до 8 часов по Германии. Все как обычно, ничего не меняется. Возможно, выйду с темкой. И есть у меня одна темка, которая меня немножко уже опять свирепит, потому что все вот это вот, ну, часто очень слышу не очень хорошие вещи. Но вот, скорее всего, поговорим.
Да, вы же знаете, я люблю потрещать. Итак, прощаюсь, как обычно, сначала у нас с Ютубом. Спасибо, что были со мной. Благодарю вас. Ставьте лайки, подписывайтесь. И выходите на мои эфиры. До свидания, мои дорогие.